Марафон. Я борт 07680. Слушаю вас, 07680. У меня выброс. Теряю обзорность, надо слить масло. Понял вас. Доложить обстановку. Видимость 5. Ветер 3-4. Подо мной озеро Аяк. Разрешите посадку? Вас понял. Не рассиживайтесь там. Прогноз меняется.
Кого это сюда занесло? Да от Казанка Фомушкина. Сейчас горючкой разживемся. Паша! Ладно, Чиж, сделаем вот как. Ты иди за образцами, а я поищу его. Смотри, какие часы. Хорошие часики. Послушайте, помушки! Вы мне автола не дадите литра 2 хотя бы? А вы кто? Здравствуйте, я Ушаков из геологической партии. Мы стоим в верховьях Малой Янгоды. Далеко? Километров 140 отсюда. Инкассаторские сумки? Откуда? Подержите. Эй! Ушаков! 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 Товарищ капитан, возьмите меня с собой, а? В кассу, в кассу. Мне обязательно нужно уехать, товарищ капитан. Билеты есть. Судаки? Судаки есть, только мелковато. Мелковато рыбка. Будь добр, поставь это. Ага.
Прогноз плохой. Зима по пятам идти будет. Я говорил, с этим ремонтом не успеем. Вмерзнем по дороге, привет. Ну чего стоим? Ждем пассажиров. Касса продала 4 билета. Да что, они не понимают, какой у нас рейс? А какой у нас рейс? Критический. На, все, уже рукой махнул. Не ворчи. Командир! Командир, ну возьмите меня, а? У меня пиджак утонул. Он на песке лежал, а ветер воду нагнал и все смыло. А там документы, деньги, все. Держи. Открыл, что ли? У нас не грузовое судно. Чекин, директор Дворца культуры, узнал о вашем рейсе совершенно случайно от своего хозяйственника. Вот везем костюмы, декорации на краевой смотр культуры. А погода, видите, нелепная. Так у нас и грузовой палубы-то нет. Ну, все, мужики, все. Оплачено. 6 негабаритных мест. Вот квитанция. Они там в порту офонарели совсем. Ну, товарищи, дело с искусством имеем все. Ну и что? Ну что, вносить надо хозяйству-то. Боцман! Боцман! Да. Прими груз. Искусство. Вносите. А кто? Вы. Один-то я не упру. А директор есть директор. А боцман есть боцман. Ловлю на лету. А за это можно и схлопотать. Остаюсь в недоумении. Ну, товарищ капитан, ну возьмите меня, а? Товарищ капитан! Документы документами, а имя-то у тебя есть? Ах, просто имя. Пожалуйста. Солдат запаса Сергей Фролов. Ладно, помоги грузить. Пожалуйста. Спасибо. Шевелись, Петров. Шевелись, шевелись! Боцман, отдать носовой. Это все так стремительно произошло. Да, взяли да поехали. Взяли и поехали. Да. А я тебе кто? Я как-то не могу привыкнуть к этой ситуации. Может быть, я твоя коллега, работаю с тобой в журнале. Это не нервничай, не нервничай. А я не нервничаю. Может быть, мне прикинуться твоей Не женой? надо никем прикидываться. Будь просто естественной, и все. Ну, а чтобы не было косых взглядов, мы знаешь, что придумаем? Понесем свой грех гордо. Гордо-то можно. Что сделало человека человеком? Вода и чистота. Держи. Сколько на руль? 310. Держи 311. А где же ваше колесо? Что? Ну, с ручками. А, штурвал? Ну да. На корме аварийный. Здесь электроника. Лодка по левому борту. Они, наверное, просят нас остановиться. Анадырь, Анадырь. Порт вызывает. Старший помощник Томинг слушает. Вас скоро догонит один свирепый мужик. Кто он? Не пугайся, не съест. Известный наш человек, начальник геопартии. Мы обещали ему помочь и... А он уже здесь. Подбросьте его до Малой Янготы. У них ЧП. Спасибо.
Кадагоев, радиограмму насчет нас получили? Что у вас тряслось? У нас к контрольному сроку не вернулась лодка с геологами рабочим. Начнем искать их в Верховьях. Этот рейс очень кстати. Понятно. Вам так и так заходить на Малую Янгоду, а лодка пропала в ее Верховьях. Но река вот-вот станет. Мы не сможем вас ждать? Не задержитесь. 2 места найдется? Каюта первого класса? 2 каюты. Хорошо. Сколько дней прошло после контрольного срока? 4. Как фамилия охотника, который зимует на Янгоде? Фомушкин. Не знаю. Как же это охотник зимует один? Обычное дело на севере. Трудно себе компаньона найти. Вот с этим геологом 4 дня. Это много? Много. Это кто? Капитан. Товарищи пассажиры, приглашаем вас на ужин в ресторан верхней палубы. Вот видите, успели. Да, ловко. А вы где раньше работали? Торговля. В широком смысле. Да, кстати, та в шибенке ничего. Не про вашу честь. Уведем. Навигация почти закончилась. Официантов и бортпроводников отпустили домой. Так что еще раз приносим свои извинения за недостаток в обслуживании. Повторяю, товарищи пассажиры, приглашаем вас на ужин в ресторан верхней палубы. Ну, лицо, пожалуй, можно не делать. Рестораном это только называется. Да? Я ведь не просто делаю лицо, я делаю гордое лицо. И вообще, не краситься себе могут позволить только жены. Кстати, твоя жена красилась? Ну, это вопрос не для гордого лица. Боже упаси. Никаких вопросов. Наоборот, я тебе так благодарна. А ведь этого могло ничего не быть. Ни нашей встречи, ни этого парохода. Астория. Я смотрю на все руки мастер. Что в меню? Борщ, котлеты, компот. Прелестно. А как насчет этого, в смысле? А вот насчет этого буфета не будет, на сухую. Ага, и слава богу. Прелестно, прелестно. Прошу. Баптист, что ли? У меня, Вадим Петрович, правило. Хочу выпить, несу с собой. Иначе попадаешь в зависимость. Ну, а чего ж не взяли-то? Чего я не взял? Замотался. Чего? Зато как отъезд организовал. Замечаний нет? А поощрений? Поощрений? Ну, чем вас поощрить? Мы же не взяли. Да и с баллами как-то невыразительно. О, прошу к нам. Прелестно. Составьте компанию. Прошу. Ну, давай пойдем туда. Вы здесь в командировке? Да, 2 недели ездили по северу. Группа московских литераторов. Ну, такие ежегодные поездки. Угу. Держим, так сказать, руку на пульсе жизни. Вы знаете, очень правильно. Конечно, масса впечатлений здесь у нас. Разумеется. Разумеется. Товарищи мои улетели, а я вот захотел реку посмотреть. И Нине моя затея понравилась. А я, знаете, вас часто встречаю на улицах нашего города. Идете, никого не замечаете, как будто стихи читаете. Если бы стихи, тексты сводок по пароходству. Я работаю на радиостанции редактором. А сейчас в отпуске? Да. За свой счет. Берите. Да. Вы обратили на него внимание? Он ведь не из команды.
Его взяли прямо с берега, без документов. Как без документов? На, в рогожку завернутый. Понятное дело, проигрался. Тут человек мог проиграть. Бачко или петуха? Вы что думаете, он из блатных? Грубит. Официанты грубят от презрения к посетителям. А этот, мне кажется, боится, что его унизят. Это что, эти нас взяли, наоборот, да что? Они едут на Малую Янгоду, у них там лодка пропала. С людьми? Двое, геолог и рабочий. С двумя. Вот так вот. Были и нет. Север не шутит. Марафон. Я борт 07120, подо мной озеро Аяк. Вижу обгоревшие обломки гидросамолета. Марафон, вижу людей, 3. Похоже, наш экипаж. Сажусь. Как закрыто? Не, плыть без книги? Нет, открывайте. Да. Ну, вот, выбрал на всех. А вот эта книжка специально для вас. Спасибо, я завтра сама покопаюсь. Ну, что будет завтра, это вам скажу сейчас. Что будет через год? Нина? Да? Пойдем. Ну, что ж вы уже уходите? Ну, только сошлись все вместе, познакомиться поближе. Мы достаточно знакомы. Срока переход к северо-западному, северному 1-2 метра в секунду. Температура ночью 0, -3, днем. А ну подожди. Глаз. Цел твой глаз. В меня стреляли, вон там. Стреляют. Машина, стоп. У меня интуиция, я бы не останавливался. Да я бы тоже. Но с другой стороны, надо. Послушайте, капитан, в меня стреляли. Пуля прошла прям вот... У вас оружие есть? Оружие? Да. Да откуда? В меня сейчас стреляли. У меня нет оружия. Но я бы хотел поехать. Меня тоже не берут без оружия. Вы едете на берег? Да. Я с вами. Берем только с оружием. На баке отдать правый. Воду подать к корме. Подтягивай, бот. Подтягивай. Якорь забрал.
Я думал, вы поедете. А что ехать? Справитесь. А патроны где? А, патроны. Вот. Больше не нашел. Отдать левый. Подтягивай борт. Звали? Ладно, пошли. Что это там? Мужики, мужики. Мужики. Броники. Чиж. Чиж. Мужики. А где? Ты что ж судно обстрелял? А где Ушаков? Ушаков где? Начальник. Где он, а? Забери у него Как карабин. где? Он же меня бросил. Я 5 суток не жравший. Ты что говоришь? Ушаков послал меня забрать образцы. Возвращаюсь, и никого. Я его всю ночь ждал. Ушаков в лагерь не вернулся. Тише, тише, осторожно. Петров, помогите принять. Держи, держи. Он нужен мне для разговора. Ах ты, беда какая. Ну, конечно, ночевал на мерзлоте. Вот вам, поднимайте его. Застудил легкие в конец. Возьму его в каюту, он что-то не договаривает. Ему сейчас нужен покой. Тепло и Кок Егорыч. Томинг! Камбузу его! Камбузу поближе! И горчичниками всего обложить. Послушайте, капитан. Томинг! Карабин Чижа в мою каюту. Ну, не торопись. У тебя желудок-то про пищу забыл? Он забыл, что он желудок. Другие места тоже забыли свои занятия. Сил нет, а болтаешь. Пей. То признак жизни. Подкрепился? Болею сильно. И разговоры ему ни к чему. Выйдите. Где вы разошлись? А? Здесь. А потом я вот так шел. Вдоль Янгоды идти притоков много. Не переплыть. Так я верхом, стороной, к большой воде. И точно к пароходу вышел. Ваня, ты пойми меня. Ушли вы вдвоем в лодке. А нахожу я тебя одного. За сотни километров в сторону. Ты говоришь, Ушаков. Ушаков тебя бросил. Расскажи по порядку. Ну, мы уже возвращались. По Янгоде поднялись до озера Аяк. А там буря прошла. Уперлись. На берегу казанка пустая. На дне сишки бьются. Живые еще. Но мы рядом встали. Потом я в тундру ушел. Забрать мешок с образцами. Оставили, а туда шли. Возвращаюсь, а лодок нет. Самолета не видел там? Нет. Но вроде слышали. Ну-ка, где это было? Вот. Жаль, рацию ты нам разделал. Откуда здесь могла оказаться вторая лодка? Придумал ты ее. Зачем? Да не придумал! Что я ее не знаю? Казанка Паши Фомушкина.
Вы думаете, Чиж врет? Увидим охотника, узнаем. Ночью придем на Малую Янгоду. Мне это известно. Пойдем вдвоем. На нашем боте. Фомушкин мой знакомый. Значит, вдвоем пойдем. Я с вами. Нет. Охотнику продукты все погрузили? Все коробки взяли. Подмораживай, а вы без шапки. Привычка. Никакого геолога я не видел. Вернулся затемно. Ни лодки, ни напарника. Ты ж всегда один, Паша. Ну, а теперь с напарником. Где он? А с тех пор и нету. Удобный напарник. Надо появляется, надо исчезает. Как его фамилия? Ну, а зачем мне фамилия? Человек по рукам да по глазам видно. Паш, дело серьезное. Как это он исчез? Записку оставил. Мол, еду в порт дать шороху. Погуляю и вернусь. Жди с шампанским. И все. Где записка? В архиве. Тише-то как там? Еле живой. Я в последний раз спрашиваю. В последний? Это хорошо. Вы ему сами не верите. Сгружайте нашу лодку. Разбудите Ушакову. Уберите пистолет. Ну, поехали. Куда это? Ну, куда? С нами. Хочешь поговорить с Чижом? Обязательно. Ты что, один? Пока ничего. А где Володя? Много неясного. Ты не нашел его? Я привез сюда Фомушкина. А он видел Володю? Говорит, что нет. Как? Мы уходим с Янгоды? Останови их! Ну как же, Володя? Вера, ты подожди. Ну как же? Успокойся. Успокойся. Ты что, бросил Сядь. Володю? Возьми себя в руки. А ведь ты никогда не любил Володю. Ты не любил его еще с института, когда мы поженились. Я всегда это чувствовала. Ты не любил его. И теперь ты торопишься его хоронить. Не надо, Вера. Он мой друг. Нет. Нет. Он не мог. Он живой. Он живой. Он где-нибудь больной. Мы найдем его. Непременно. Огурчика не найдется. Остальное все имеем. Что такое? Не туда. Кто это? Фомушки. Простите, пожалуйста. Вы действительно никого не видели?
Ну, может быть, издали. Может быть, звук мотора. Понимаете? Это мой муж был в той лодке. Он не любит браконьеров. Вы скажите, пожалуйста, мы вам ничего не сделаем. А что ж, сделайте. Нет, вы сделайте. Браконьеров орут, понимаешь? Допрашивают. Вы докажите. Вера, оставь. Подожди. Подожди. Ты здесь? Да, а что? Нельзя? На кухне, что ли? В ресторане. Ладно, неси пожрать, возьму и каюту. Покалякаем. Здорово, больница. Паша, ты как здесь? Да вот приехал тебя повидать. Как ты? Болею я. Ты где это видел мою лодку? Так, Паш, можно сделать так, что я ее и не видел. Но Дагоев, начальник мой, навалился так, что не дыхнуть. А я слабый. А ты не ерзай. В лодке напарник был. Напарник? Ты что, из теста его слепил? И ты туда же. С месяц назад магазин «Боржа» проходила. Он там подсобным рабочим был. Встретились. Поболтали. То да сё. Я, говорит, жить у вас хочу. Мужик хваткий, работа не сторонится. Живи. Я думал, зимовать оставлю. Значит, ты хочешь, чтобы я все это подтвердил? Ты что, Иван, ты меня видел в лодке, да? Нет, а я об этом и не говорю. Ну-ка, без конференции тут. Да обожди ты! Обожди, говорю! Кажись, промахнулся я. На урку нарвался. Да ты еще бочку катишь. Нужны мне эти допросы. Был напарник, понял? Так, Паш, говоришь, человек в магазин устроился. Впереди вся торговля с последствиями. А он, Натя, остается у тебя зимовать. Какой-то слабый сюжет. Да просто отсидеться хотел. Ешь. Доброе утро. Каков туманец? Ну что, зимовать будем? Боцман, как якорь? Якорь держит. Точнее смотреть. Докладывать. Ясно. Вот вы, писатели, пишете. Человек – царь природы. Я этого не писал. Ну, не вы. Так, туман, и никуда не двинешься. Я хочу знать, царь я или не царь? А вы сами как чувствуете себя? Хозяином, да? Да. Я считаю, что человек все может. Только надо стремиться. И туман тогда отступит. Так это всегда найдется. Только ты его ищи. Направь мысль свою. Вяло у нас многие живут. Очень вяло. Еле-еле. А меня вот как раз слишком активные беспокоят. Напрасно. Активные как раз жизнь строят. О. А где пассажир из 8-й каюты? У себя ест. Постой. А что так? Да вот так. Не в настроении. Вера, подожди. Горчица не нужна? Нет, ну так тоже нельзя. Куда понес-то? Новый пассажир требует. О, маэстро, крышечку забыл.
Ты что-то хотела? Ах да, чаю покрепче. Пассажир. Он что, с ним свалился? Да, охотник с Малой Янгоды. Красивые у вас волосы. Пойду начальство кормить. Скажите, а что случилось? Почему гудят? Да полагается давать 2 гудка, когда стоим в тумане. Ты зачем здесь? Чтобы следить за мной? Я-то сам по себе, вот ты. Сколько разговоров по всей геодезии о вашей любви. А что теперь? Ты знаешь, что Андрей Павлович меня на себе вынес, когда я ногу вывихнул? Я потом замерз. Да я за Андрея... Я за него глотку могу вырвать. Ты что обещала Андрею, когда вернется? Поженимся? А теперь что? Сытим на недельку в каютке. Вернется Андрей. Что делать будешь? Улыбаться? А почему ты так со мной разговариваешь? Андрей? Господи. Андрей. Что Андрей? Ах, Андрей собирается на мне жениться. А мне он об этом говорил? Любит. Теодолит он свой любит. Ты что? Решила писателя? А ну стоп. Ты меня не знаешь. Понял? Не хотите ли послушать лекцию о международном положении, а? Да я, собственно, хотел воздухом подышать. Напрасно. Капитан хорошо проводит. Ай-яй-яй. Ну что ж, дышите. Доброе утро. Да какое уж доброе. Температура падает. У вас часы верные? А то Да. я 2 дня без радио не проверял. 11:06. А вы напрасно так. Прохватит. Закаленный. Тишина-то какая. Да. О, даже шаги слышно. Тишина мертвая. Нина! Я знал, что из этого рейса ничего путного не получится. Это почему? Опыт и интуиция. Скажите, туман вообще надолго?
Да он иногда здесь неделями стоит. Вы Нину не видели? Нет, никого нет, все как-то пусто. Черт, извините. Да что с вами? Спасибо. Вы знаете, нелепо, конечно, но когда туман, у меня такое ощущение, что все время за мной кто-то крадется. Странно. Вы знаете, этот север, вообще человек южный, в тумане себя чувствую как-то... Вот видите, опять стреляли. В каюте. Да на палубе левого борта. Что это? Крышечка горчицы? Чепуха какая-то. Выходит, что же, он подошел и выстрелил в окно? Невероятно. Я выстрела не слышал. О, пей, пей. Кашель мягчит. Подлечимся. Ты только не волнуйся. Вот какое дело. Охотника твоего убили. Из мелкашки через окно наповал. По какому праву меня карабин забрали? Как по какому? Да по такому. Ты же ведь обстрелял государственное судно. Тебя еще судить будут. Ты вполне мог и капитана убить. Да пусть судят! Я в воздух стрелял. Рука дрогнула. Дрогнула. Стали бы мы на пустой выстрел останавливаться. Нет, брат, ты прямо по окнам бил. Иначе бы тебя крышка. Лучше бы я там подох. Кто же в Пашу стреляет? А это, можно сказать, вопрос вопросов. Где ваше ружье? А что случилось? Ружье где ваше? Здесь. Только что убили человека. Я здесь представляю власть, так что ружье я ваше конфискую. Временно. Кого убили? Что? Убили, говорю, кого? Охотника. Охотника? Туман. Все туман. Вот дает. Ну-ка, расскажите мне. Расскажите. В 11 мы стояли у его окна. Он еще был живой. А в 11:06 с вами мы сверили часы. Да. И я дал 2 гудка. А спустя 5 минут мы заметили след от выстрела на стекле. Но ведь выстрела не было. Значит, стреляли во время гудков. Стреляли из ТТ. Ну почему из ТТ? Пистолет ружье отпадает. Пуля-то малокалиберная. Ни у кого на судне такого оружия нет. Да. Дальше. Вся команда, исключая вахтенного помощника, сидела в красном уголке. Чижа Егорыч запер в каюте. Я говорю, что это были шаги убийцы. Да подождите вы. Значит, Чиж отпадает. Угу. Но меня тоже придется исключить. Да. А женщина этого сделать не могла. Остаются 4. Я думаю, все нужно отложить до милиции. Не могу. Мотив не ясен. Остается опасность для других. Ладно. Видите протокол? Пишите. Я пользуюсь правами капитана в особых случаях выполнять функции органов дознания, приступаю к расследованию. Вот так. Кого вы первым увидели после гудков?
Да и этого заведующего культурой. Прибежал снизу, у него все тряслось. Да он же объяснил. Что? Человек не переносит тумана. Да какой туман? У меня интуиция. Выстрелил, перебежал на другой борт и поднялся к нам, как ни в чем не бывало. Так, я знаю, кто убил. Кто? Мы шли по коридору, а он нам навстречу и глаза прятал. Да, Сергей шел нам навстречу. Он был, ну, скажем, смущен. Убил и смутился. На нем лица не было. А где вы были в 11 часов 5 минут? Я директор. У меня удостоверение. А вы себе позволяете. Это не алиби. А мне алиби и не нужно. До милиции далеко. Будем разбираться сами. Оставьте нас с капитаном. В этом нет необходимости, мы уже разбираемся. Вы нам очень поможете, если сообщите, где вы были до и после 11 часов утра. Вы и Ушакова. После завтрака мы с Верой Семеновной не выходили из моей каюты. Надеюсь, это алиби? Но это условное алиби. Только у нас Ушаковой? Нет, не только. А вы? Я. Поел. Занес завтрак Вадиму Петровичу. Потом пошел к себе. Почитал. Дай, думаю, пастерушку. Чего? И у меня нет. Постойте, как надо вести следствие? Сначала улики, а потом зачем и почему? А улик-то и нет. Как это нет? Вон спросите Вадима Петровича насчет Сергея. Да, что он там делал наверху? Вот вы крышечку нашли от горчицы. А ведь за завтраком, вы помните? За завтраком. Он ведь крышечку-то это забыл. А я ему потом отдал. Так и мог он крышечку в карман сунуть? Мог. А потом в суете. Все-таки человека убивает. Ну и потерял. А зачем ему Фомушкина убивать? Впервые здесь увиделись? Давайте пойдем с другого конца. Я уверен, Фомушкин не врал. Был у него напарник. Все равно не ясен мотив, почему его убили. Напарник среди нас и убил. Зачем? Боялся разоблачения. Предположите, он виновен в гибели Ушакова. И тогда Фомушкин для него страшный свидетель. Тихо. Что? Слышу, скрипит. Тихо. Хотел сбежать. Мотор-то у меня в коптерке стоял. Что? Геолог велел убрать. Коптерку надо закрывать. Кто еще знаком? С Фомушкиным. Может, засаду сделаем? Да не такой он дурак. Сергей знаком. Сергей? Ты точно знаешь? Сергей? Да. Я утром видел Сергея с Фомушкиным. Разговаривали как знакомые. Слушай, ты с Фомушкиным был знаком? Был. Мы у него дневку весной делали. Кто мы? Я у геодезистов работал. Тебя встретили в коридоре. Ты откуда шел? Оттуда сюда. Откуда оттуда? На лекцию не пошел, сказал, посуда не мыта. Что ты там делал наверху? А что, по коридору нельзя пройти? Мне придется тебя обыскать. Пожалуйста. Только не имеете права. Я имею. О, смотрите.
Гильза свежестрелянная. Не может быть. Гильза не моя. Я тебя арестую. Это значит, я убил. Вот что. О гильзе пока никому ни слова. Мне бы капитан где? В рубке. Дойдешь? Ну? Проснись, стрелок. Утро доброе проспишь. Гражданин Егорыч, а нельзя ли у вас узнать, где сейчас находится моя родная милиция? И почему она меня не бережет? Ешь, ешь, юморист. Пойдем. Привет всем женщинам мира! И чтоб они... Чиж! Чиж! А вчера, когда ему сказал, что охотника убили, он чего-то сильно испугался и ключ потребовал. А сейчас прихожу, дверь закрыта. На юте и в трюмах все осмотрели по 2 раза. Все пассажиры собраны в верхнем салоне. Исаева позвали? Он идет. Ну, ничего? Почти. Только вот на нижней палубе. Ну что на нижней палубе? На нижней палубе с пожарного щита топор пропал. И что я к вам не проводил его вчера. Радуйся, что сам уцелел. Давайте идите к пассажирам. Мы сейчас. Пропал Чиж. Не понимаю. Не понимаю логики поведения. Сергей заперт в каюте, а он убивает Чижа. Тем самым снимая с парня подозрения. А ведь он человек не глупый. Да, значит, надо его заставить совершить ошибку. Федор Петрович, они там все с ума посходили. Как про Чижа узнали, так и... И ты им сказал? Так, Убийцы! Вера, прошу тебя, успокойся. Не смей утешать меня! Не смей утешать! О, Господи. Сядь, прошу тебя. Сядь. Ну. Вот вода. Выпейте. Да уберите этих баб. Свихнуться ж можно. Да-да, здесь убивает каждый день. Ровно по человеку в день. Замолчите! Возьми себя в руки. Я требую, чтобы нас всех здесь заперли и выставили охрану. Может быть, каждого связать. И кляп ставить. Будем ждать милицию. Можно быть спокойным, когда все на виду. Нет, товарищи, пусть нам объяснят, что творится на этом пароходе. В конце концов, где власть? Игорь, это ужасно все, ужасно. Нет, нет. Я чувствовала. Я чувствовала. Я знала. По вашей заявке.
Что он записывает? Ну что, наговорились? Ну и ладно. Ну, а теперь давайте познакомимся. Меня зовут Калашников Федор Петрович. Плаваю в этих местах 3 с лишним десятка лет. Да. А через 2 года дадут мне грамоту, транзистор подарят. И на скамейку пенсионеров в шахматы играть. Ну, а пока капитан. Ребят, а вы что стоите? Идите, мы сами тут разберемся. Ну, а вы что за люди? Начнем с формальностей. Ну, допустим, здрасте. Вот привел. Я же сказал позже. Так, пошли? Ну, подожди. Допрашивать будете? Ну, вот тут рассказываем, кто откуда. Вот давай расскажи, как ты на севере оказался. Ну, пропусти. Я из Владимира. Окончил 10-летку, армию отслужил. Решил поехать поискать, где поинтереснее. Ну и заработать, чтоб. Приехал сюда. Нанялся геодезистом. Ну, рассчитался. Хотел на зиму к газовщикам податься. Да вот пиджак с документами утопил. Ну чего там? Фотоаппарат, плачь, все. Ну, утопил. А геодезистом почему не пошел? Только правда. Да я просить не люблю. А тут такой случай представился. Но без денег, без документов. Просто человек. Опыт такой. Сколько продержусь? Ну и сколько продержался? 4 дня. На 5-й за убийцу посчитали. Товарищ капитан, можно на минуту? Иду мимо ящиков, слышу, кашляет. Открываю крышку, а он в одежде зарылся. Ну, хоть одно сообщение приятное. Ты чё прятался? Там у него на руке часы, которые были в казанке у Паши Фомушкина. Вы спросите его, что он делал у двери убитого? Мы ж тебя видели. Мы тебя видели! Вот что он молчит? Стреляли в окно. Зачем им опять... Кто стрелял? Кто? Да ты пятился, мы шли, а ты пятился! Да иди Игорь ты. Сергеевич, вы же помните, в 11 часов. А? Вадим Петрович, чё это у вас такие странные часы? Ну что часы? Ну при чем здесь часы? Ну мы же видели, как он пятился от двери убитого. Эти часы видел Чиж в лодке Фомушкина. На том месте, где пропал геолог Ушаков. Ладно, давайте о деле говорить. Часы, часы. Пора внести ясность. Не хотела парня топить. В общем, сразу после 11 Серега пробежал мимо моего окна и держал руку за пазухой. Я! Неправда, он не мог там пробежать. Откуда у вас чеки на эти часы? Это его часы. Он мне их передал. Что значит передал? Ну, передал, понимаете? Ну, понимаете, передал. Ну, предложил. Да подарил я ему. Сунул, когда на работу устраивался. А когда это было? За день-два перед отъездом мы... Часы не мои. Я их купил в ресторане у пьяного. За 10 купил. У меня свидетель есть. Швейцар дядя Миша. Ну чего вы на меня уставились, как на папу римского? Вон на него посмотрите. У него же нет документов. И крышечку под окном обронил. И попал в белом бежал. Да ты что? Все вы лжете. В это время Сергей был у себя, в кухне он был. В какое это время? Минуты. Но. Утром. Вот так-то. Дело в том, Гусаков,
что на гильзе ваши отпечатки. Какие отпечатки? Какие отпечатки? Что вы вообще понимаете в отпечатках? Вы знаете, я когда-то изучал криминалистику. Ну и сличил с вашими отпечатками на стакане. Эка, куда гнет? А гильза в карман? Она что, с неба свалилась? А про отпечатки-то мы пошутили. Откуда вы знаете про гильзу? Ну, капитан. Стоять! Капитан, если рыпнетесь, я ее приколю, как дважды два. Делай все, как я скажу, она останется живая. Спустите бот. Не слышу команды, начальник. Ну? Боцман, спустить бот с левого борта. И сложить в него оружие. Туда же мой чемоданчик. И сапоги. Зуев. Всем без паники. Спокойно, Нина. Дорогу, капитан. Дорогу. Федор Петрович, посмотрите. Так это ж вкладыш. Нашел у него под матрасом. Ах ты, черт возьми. Вложил его в ружье и выстрелил. Ты понял, кто это? Это же отпетый бандит убил двоих и теперь ни при чем не остановится. Я его сейчас крутануть попробую, как садиться будет. Ее сейчас надо спасать. Где Дагоев? Я не видел. А, черт. Спускай незаметно второй бот и мой карабин туда. Ясно. Открой. Порядок. А теперь закрой. И не бросай, это деньги. Заведи движок. А ну-ка, сними курточку. Девочка замерзнуть может. А теперь к моей команде ножку через борт и без самодеятельности, поняла? За мной. Ко мне. Эй, Наталья! Опускай бот! Послушная девочка. Хорошая девочка. Быстро. Включай. Опускай. Все в бот! Руку! Руку подавай! Бушлат, накрывай. Ты попал в него? Ну, давай ногу. Я хотела утонуть, я не хочу. Хватит. Ну, хватит. Жить. Перестань. Вот. Все будет хорошо. Зачем ты на меня кричишь? Зачем прости ты на меня. меня кричишь? Прости меня. Я не могу так больше. Андрей, Андрей, я люблю тебя.
Зато я все понял, я тебя никуда не отпущу, ну. А может, втихую по течению всплывает? Ветерком потянуло. Далеко не уйдет. Вон он!